За 4 года в моем сохранении происходило всякое. Леса, волшебница-оборотень, гибриды. И это было даже весело. Но кроме того, было еще исчезновение Ньюкреста, вот такая странная штука, черные персонажи, исчезновение фото и, наконец, критическая ошибка при размещении участков. Ошибка появилась после обновления перед дополнением «Сквозь века». Мне не повезло обновиться именно в ту версию игры, которую потом откатили. Я решила создать новое сохранение и переселить туда все свои семьи. В этом видео я хочу с вами поделиться процессом и рассказать, как буду настраивать это самое новое сохранение. У меня не получилось перенести один из моих важных домов, самый второй мой дом в сохранении, в котором еще предки Габриэля жили. И, собственно, я пытаюсь его сейчас перенести по комнатам. Потому что, значит, когда ставлю дом целиком, происходит системная ошибка. Но смотрите, получается его перенести по комнатам. Мне прям с каждой комнатой становится легче дышать. Потому что, серьезно, этот дом для меня важный, потому что, это прям второй. Тут у нас расположена, значит, важная комната с пианино, которая осталась еще от самого первого жителя этого дома. Он увлекался музыкой, от него осталось это пианино. Это все такие вроде какие-то неважные сентиментальные мелочи, но меня прям радует, что я могу это все восстановить. Все хорошо. Это значит, что, кстати говоря, первый этаж этого дома в порядке. Потому что глюк вызывает комбинация предметов в доме. В общем, дом, первый этаж мы перенесли. Тут второй этаж. Крышу придется, конечно, снести, потому что сейчас мы второй этаж будем ставить. Так вот немножко раз, вернули кирпичики. И первый этаж переехал. Так, давайте посмотрим. Еще одна комната беспроблемно переехала. Прекрасно. И он переехал, боже мой, слава богу. Даже балкон сейчас поставим. Вот так, кстати говоря, реально перенести сломанный дом. Новое сохранение, смотрите, прям как будто тут и стоял. Давайте поставим ему крыши, хоть какие-нибудь, чтобы красивенько. Тут по картинке у нас было вот так. И вот так. В общем, если у вас сломалось сохранение, не унывайте, вы можете включить расслабляющую музыку и заняться вот такими медитативными вещами, как строить свой мир заново. В принципе, очень символично, обычно так и происходит, когда что-то ломается, ты постепенно восстанавливаешь и строишь свой мир заново. Будь то Sims мир или не Sims мир. Я не знаю, иначе как философски ко всей этой истории относиться невозможно. В общем, здесь у меня, видите, моя альтернативная вселенная для теста, куда мы переносим все домики, чтобы их протестить. Это как карантин, потому что ошибку можно перетащить с собой снова. И чтобы точно 100% знать, что мы сейчас не скопировали нашу ошибку из предыдущего сохранения в это, пойдемте в Ньюкрест. У меня тут, смотрите, особняк Штраудов и наш магазин Веселый Маг коротают, так сказать. Сколько там нам нужно места на этот дом? 30 на 20, он небольшой. И давайте его разместим. Он встал. Хо-хо-хо-хо. Строить. Давайте смотреть. Да, смотрите, дом работает. Супер, все, получилось. Он перенесся. Он теперь без багов, безопасный работающий дом. И мы все просто в восторге, потому что ура. Вообще ура. Для переселения семей я сделала, в общем, такие вот семейные кучки. Конечно, эти персонажи, они жили все в разных местах, разных домах, и не такими плотными семьями по 8 персонажей. Но для переселения я их, значит, собрала по их семейным связям, чтобы потом командным центром восстановить, потому что какие-то связи сохранятся, а какие-то нет. Неплохо переносятся связи типа там отец, сын, дочь, жена. Вот эти неплохо переносятся, но вот брат, сестра вообще хреново переносятся. Бабушка, дедушка, по-моему, тоже нормально. У меня получилось сколько там, 14 кучек, по-моему, или 15, и вот 101 персонаж. Показываю, что у нас тут, значит, с семьями, и как я их формировала. Мне, хотела сказать, повезло, но не то, что повезло. Я вела вот на этом сайте Sims 3, вела
семейные деревья, потому что у меня уже 6 поколений, и сама игра, она не держит адекватно 6 поколений. И, в общем, у меня есть эти деревья. Я сделала скриншот этих деревьев. По скриншотам я рисовала, кого я перенесла, кого не перенесла, потому что половина персонажей, они повторяются из дерева в дерево. И очень сложно понять, кто вообще где есть на самом деле. Вычеркивала тех, кого я учитываю в одном дереве, можно не учитывать в другом дереве. В общем, группировала из них новые группки вот таким вот странным образом по вот этим вот скриншотам. В общем, запарилась не на шутку, чтобы это все собрать. Есть семьи, которые новые, они целиком переносятся без проблем. То есть вот у Лукаса и Виктории и вот все-все-все, они замечательно помещаются в одну ячейку, и то есть переносом вот такой семьи совершенно никаких проблем. В общем, как-то так я их переносила, так как-то я их скопировала. Ну что, давайте переносить следующий город. Здесь мы уже перенесли вот 2 дома. Сейчас будем смотреть еще по остальным. Собственно так, в этом доме я вообще не играла, мы в него заходить не будем. Здесь я ничего не меняла. В этом баре я ничего не меняла, не пойдем смотреть. Это у меня был домик Деда Мороза, его посмотрю. Этот домик из галереи, наверное, нужно взять. Это боулинг, наверное, я его тоже хочу взять. Это не нужно. Этот дом, по-моему, тоже не нужно, я в нем не играла. Этот дом не нужно, это тоже перестроенный яшный дом какой-то. И вот здесь у меня еще вот 3 дома, ну, не совсем дома. В общем, здесь у меня парикмахерская, клуб и мексиканский ресторан. Наверное, их я хочу взять. Вот так примерно я решаю, что мы будем переносить, чтобы не это самое. И теперь пойдемте смотреть дома. Ладно, еще гляну вот этот дом. В общем, здесь, когда я играла в дизайнера интерьера, я меняла здесь гостиную. Я его сохраню, чтобы потом я не думала: о боже, я ж там такой гениальную переделку сделала. Вот сейчас я зашла, ну не такая она гениальная. Но мы ее взяли с собой на всякий случай. Куда дальше пойдем? Вот, ну, кстати, вот здесь тоже я хочу сюда зайти. Это скачанная из галереи боулинг аллея. Ну, короче, это боулинг и роллер-клуб. Но довольно прикольная постройка. Мне прям, наверное, она нравится. И здесь, смотрите, в первом этаже роллер-клуб. Очень классная идея, на самом деле. Я здесь поставлю, знаете что, нолик, а не галочку, чтобы мы потом посмотрели, дома-то перенеслись или нет. Потому что они могут содержать ошибку. То есть я их сохраняю в своем сохранении без проблем. Проблема возникает, когда ставишь их в новом сохранении. Этот дом из галереи, он довольно классный. Здесь жила мама Альфи, нашего призрака, который открыл коворкинг с хомячками. То есть здесь прошло его детство. Он тут, кстати, начихал плесенью, но я удалила. Вот этот дом довольно ничего такой. Мне прям нравится. Он немножко тесноват, но хороший. Хороший. Я думаю, я его попробую сохранить. Вот он как назывался, если что. Bass Game in Suburbia. Это мой домик Деда Мороза. Здесь я тоже перестраивала ему вот эту вот часть, потому что он хотел заниматься танцами и развлекаться, в общем, всячески. Его любимый цвет был фиолетовый. И когда я играла в дизайнера интерьера, вот я перестроила ему тут вот эту вот часть. В принципе, дом тоже довольно прикольный. Мне нравятся эти базовые дома, они прям... Итак, мы забрали вот этот дом, вот этот дом, вот этот дом. Я их забрала, но не факт, что я их буду ставить. Если честно, я забрала их для души. Мы сохранили себе вот этот салон, мы сохранили себе этот и вот этот. Все сохранили, в общем, вот, и в моей библиотеке это выглядит вот таким вот образом. Собственно, вот все наши домички, которые мы сохранили сейчас из Oasis Springs. И теперь мы пойдем и посмотрим, что у нас перенеслось. Теперь давайте вот эти дома посмотрим. Юма Хаус. Разместить участок. Где тут Юма Хаус? Вот Юма Хаус. Быть. Переносим. Так, смотрите, кажется, все хорошо. Юма Хаус перенесся. Ошибка не произошла, дом поставился. Все замечательно. Вот здесь, в альтернативной вселенной, смотрите, дом есть. Вот этот дом мы можем разместить вот сюда. Будет очень даже неплохо в этом районе смотреться, если он перенесется.
Этот дом, кажется, умер. Да, у нас тут системная ошибка, и этот дом умер, видите? Вот почему я создаю новое сохранение, потому что вот такая вот история. То есть этот дом не перенесся, то есть мы можем пойти вот сюда и написать, что вот этот дом у нас умер. Что у нас по боулинг-клубу? Вот боулинг-клуб есть. Смотрите, боулинг-клуб выжил. Боулинг-клуб в порядке. Можно его поставить. Он, кстати, даже тут довольно ничего так смотрится. Смотрите. Все, боулинг-клуб работает. То есть теперь мы можем поставить ему галочку. Боулинг-клуб выжил. Этот умер, этот выжил. О, дом в порядке, дом встал. Так, давайте пойдемте сразу в Ньюкрест, чтобы не это самое. Здесь у нас особняк Штраудов. Его можно снести. На этот большой участок попробовать ставить наши участки. По какой-то странной, подозрительной, загадочной и неприятной причине особняк не удаляется. Ладно. Давай, удаляйся. Нечего удалять, говорит. О, боже мой. Очень плохо. Видите, дом поставился, а он все равно глючный. Ошибка не вылезла, а дом глючный. И чё? Мы зашли, вышли. Нет. Нечего. Вообще нечего, тут просто ничегошеньки нет. В общем, видите, да? Я периодически думаю, что, может быть, я зря затеяла этот переезд сохранению, но потом вот это что-то вот новенькое, да? А нельзя отсюда снести этот как-то дом вообще нахрен? Поставить что-нибудь? Вот этот же рабочий дом. Разместить. Так, все, убили особняк Штраудов, теперь должно быть все нормально. А теперь... Теперь это глючный участок. Вот потрясающе, правда? Ладно. Ладно. В общем, теперь вы увидели, почему нужно не сразу создавать новое сохранение, переносить туда все, и у вас не получится переносить туда все, и вообще начинаю думать, что чем меньше вы перенесете, тем вообще лучше. Возможно, я сейчас просто решу, что я еще гляну какие-то ультра нужные мне постройки, и прям все, что я хочу, я переносить просто не буду, потому что затянется просто на вечность какую-то. Не знаю. Можно еще вот так попробовать, конечно. А еще тут теперь нельзя строить после того, как стену. Вообще, смотрите, просто все. Теперь не строить нельзя. И вот эту стену я поставила. В общем. То есть, короче, получается, что если вы начнете переносить все в новое сохранение, вы можете столкнуться с тем, что вы в новом сохранении получите сломанные участки. Я, конечно, сейчас выйду из игры, обновлю кэш и все дела, но ситуация крайне дискомфортная. Перезагружу игру, попробую что-то с этим сделать, посмотреть, и, возможно, я изменю из-за этой новой ошибки план по переселению. Но пока сейчас, сегодня это, наверное, все. Это вот у меня 3-й день переезда. Встретимся в следующем дне. В общем, давайте расскажу, что у нас тут происходит. Я создала новое сохранение, вот оно. И я вам сегодня покажу, какие я поставила настройки для нового сохранения. Почему расскажу, почему я их поставила, расскажу. И что там как, покажу. В соседских историях, смотрите. Я убрала случайную смерть, потому что иначе все эти NPC, потому что сейчас, на самом деле, в новом сохранении оно полностью заполнено персонажами яшными, которые из разных дополнений. То есть все эти годы, панкейки и прочие. Сейчас полный город, все очень красивые, с прописанными историями, семейными связями. То есть все тут, типа, классно. Я не успела в них поиграть в прошлый раз, потому
есть я про них ничего не знала, они просто там у меня где-то умерли, и я такая, ну и бог с ними, а потом узнала, что, есть какие-то персонажи, да. Я убрала усыновление детей, потому что это замечательная практика, когда персонаж усыновляет детей, пока просто места на лоте не закончатся. Спасение лошадей. В этом моем промежуточном сохранении я увидела, что у разных семей появились лошади. Я такая, ого, это типа по сюжету, теперь у них есть лошади. Нет, просто начинают появляться лошади вообще где ни попадя, и там, где им даже не знаю, ну, в Сан-Мишуна я не видела, чтобы появились, но я думаю, что и такое возможно. Приютить кошку или собаку, та же самая история. У вас будет куча семей, в которых будет куча странных, страшноватых животных с какими-то странными прическами. Чтобы сохранение было стабильным, мне кажется, должно быть не очень много хаоса в нем. Вот. Поэтому я пытаюсь сократить количество хаоса уже на входе, потому что вот эти вот пункты, они в соседских историях прям мощно вам персонажей намножит. В общем, дружбу я оставила. Вроде, что может произойти плохого, я пока не знаю. Но, в общем, оставила им дружбу. Окончание карьеры, пускай. Любовь тоже, ладно. Выход на пенсию оставила. Рождение детей, хорошо, пускай вот эти персонажи, которые оригинальные, там как-то это самое, нарожают мне оригинальных же, симпатичных детей, пускай оставила. Въезд и съезд я убираю, потому что мне хочется, чтобы какие-то дома были заняты, и чтобы я знала, где эти персонажи находятся, потому что когда они съезжают, ты потом их ни хрена никогда не найдешь. И начало карьеры оставила, потому что, тоже что может плохого произойти, да ведь? Такие настройки, это лично мои удобные настройки. То есть жалею, что не поставила их в своем первом сохранении, например, сразу, и у меня наплодилась бесконечная куча детей у всех подряд. И еще что может быть полезно, когда начинаешь новое сохранение. Настройки игры я себе поставила здесь. Свобода воли, понятно, полная. Вот. Автовзросление у меня стоит только эта семья. То есть, когда я захожу в семью, только она взрослеет, все остальные нет. Автовзросление игровые семьи я выключила, чтобы мои этот весь город красивый, который сейчас красивый, чтобы они тоже пока не взрослели, пока я не сообразила вообще, что происходит. У меня была проблема, что у меня же взрослеет только моя семья. То есть, я захожу на участок, и NPC там вокруг мрут. И у тебя твой персонаж постоянно в трауре просто. Продолжительность жизни обычная, у меня короткая, я никогда не играла, мне кажется, это, не знаю, это для каких-то специальных целей. У меня обычная стоит, но из-за того, что у меня автовзросление только моей семьи, жизнь у них получается супер долгой. Максимальное количество персонажей, смотрите, я сейчас поставила 80, но, наверное, я все-таки, у меня до этого стояло 150, наверное, я бы стремилась к тому, чтобы их было 80, потому что чем меньше персонажей, тем стабильнее игра. Но я поставлю 150, потому что я же переношу 101 персонажа. Показывать усыновленных персонажей. Я себе поставила эту галочку, но я пока не поняла, нужна она мне или нет. Значит, взросление животных у меня стоит. Соседские истории я включаю. Наверное, в идеале, чтобы совсем игра была постабильнее, нужно их выключить. Времена года я поставлю 14 дней, потому что 8 дней это прям очень быстро. Когда вы переезжаете в новое сохранение, у вас еще меняются настройки, которые вы уже давно настроили, забыли уж про них 100 лет. Теперь нужно перенастраивать. Единственное, я не помню, 8 дней для лунного цикла у меня окей, или лучше поставить побольше? Поставлю пока побольше, посмотрю, как мне будет играться, не знаю. И давайте посмотрим, что с настройками набора. Значит, отказ от славы. Славу я оставлю, она веселая, мне нравится, у меня персонажи пользуются. Экологичная жизнь. Голоса неигровых персонажей пусть будет, и возможности экослед тоже. Общество отображения пыли. Тоже, знаете, под настроение. Мне, в принципе, пыль нравится, пусть будет. Убрать оборотни за пределы Moonwood Mill. Я поставила в этот раз эту галочку, потому что, как вы видели, у меня на канале, у меня в шортс, у меня множились в прошлый раз глючные оборотни. С гличем, которых уши, и волшебница-оборотень, конечно, это было весело, но один раз мне хочется сократить возможности таких глюков, поэтому я надеюсь, что если я уберу оборотней за пределами Moonwood Mill, возможно, станет множиться меньше оборотней. Включить прыщи. Прыщи я оставила. Самопознание, сокращение на работе тоже. Включить события в съемном жилье. Очень осторожно надо быть с этим дополнением. Оно нестабильно все еще. Сейчас 2026 год, оно вышло когда-то там уже. Но я все еще не планирую ставить нигде участки из этого дополнения для сдачи.
Трил Купидона. Значит, уголки Купидон, персонажи из галереи. Да, ставлю. Только избранных персонажей из галереи, да, в принципе, пофигу. И оккультных персонажей. Я люблю оккультных персонажей, знаю, не все любят. Жизнь и смерть, создание семейных реликвий. Вот честно, думаю, отключить его может. Мне приходится переносить сохранение. Все семейные реликвии, которые я создала в предыдущем сохранении, соответственно, я их не переношу. Давайте отключу пока что. Любимое дело делим мало без зуб. Классно, пусть будут. Волшебство природы. Смотрите, убрать фей за пределами низкрина. Я решила поступить с ними как с оборотнями. Феи сыпется пыльца, она разбрасывается по всему сохранению. Ну, то есть она разбрасывается по всем городам. Пыльца это какой-то мелкий объект, который будет разбрасываться по всем городам. Мне как бы кажется, это тоже ни к чему хорошему в итоге не приведет. Заразные заболевания пусть будет. Это натуралистично. И система гармонии тоже пусть будет, и система удачи тоже пусть будет. Игровая камера мне удобнее камера из Sims 3. Это привычнее мне. Вот такие вот у меня настройки базовые сейчас. Я поставила после своего опыта игры. В общем, я поставила вот так, но это именно то, что комфортно мне. Поставьте себе комфортные настройки. Вот. И расскажу из моментов, что мне не очень нравится переезд в новое сохранение. Это то, что я уже поиграла и в Сулане, у меня там были уже пройдена карьера океанолога, налажена экология было уже, и я там много уже исследовала пещеры, и там оно почти сложилась эта картинка у пещеры. Потом я уже сделала экологичный город, экологичным сделала. Мы с вами прошли гиби-поинты, раскрыли там полностью карту, а когда ты переезжаешь в новое сохранение, все как бы все заново. Это несколько расстраивает, то есть такое, знаете, тщетность бытия небольшая. С одной стороны, вы можете снова пройти те же самые задания, с другой стороны, вы уже прошли их, и вам не особо хочется еще раз их пройти. Вот. То есть такой вот момент. Ну, в целом у меня прошла где-то неделя переживаний по этому поводу. Сейчас я уже вроде как отошла, почти всех переселила и готова уже осваивать новый мир, так сказать. Надеюсь, вам это видео будет чем-то полезным. Если с вами случилась такая же история с вашим сохранением, делитесь в комментариях. И заранее вам сочувствую, поддерживаю, вы справитесь. Вот. Казалось бы, это не такая важная вроде часть жизни, это твоя игра в Sims, но я понимаю, что это может быть действительно что-то может быть эмоционально, и это твой личный маленький сериальчик, за который ты переживаешь, и хочется, чтобы там все было как-то хорошо и ничего не ломалось. Вот. Ну что, хорошей нам всем игры, и смотрите видео, заходите на стримы, и пока!